Так, ну что, кто там хотел что-нибудь новенькое от Ubisoft, не очередной там Far Cry или Assassin, а что-нибудь абсолютно новенькое? Вот держите и распишитесь. Immortals, чего-то там, монтажер, подскажи. Ubisoft Quebec presents the video game formerly known as Gods and Monsters. Да, Phoenix Rising. Ну тут какое дело? На самом деле, да, это новая игра от Ubisoft, но именно что от Ubisoft. И не совсем уже новая, потому что ее анонсировали в прошлом году на E3, тогда она называлась Gods and Monsters. И все тогда сказали, что это Зельда. После этого, в общем-то, Ubisoft решили игру несколько перерисовать, сменить акценты в визуальном стиле и назвать ее совершенно иначе. Но получилась все равно Зельда. What is this? I will fight it. То есть я в нее смог поиграть вот где-то неделю назад, до этого Ubisoft Forward, который состоялся сегодня. За неделю дали несколько часов побегать, составить мнение и вот подготовить этот сюжет, как и раньше, как и в случае с Вальгаллой и с Watch Dogs. Дело это происходило посредством облачного стриминга, поэтому сейчас, в общем-то, поделюсь впечатлениями. I'd be listening to your story for days. It's called dramatic effect. It's called Where's My Skip Button? Если суммировать все эмоции, да, от Immortals Phoenix Rising, то получится, на самом деле, одна такая большая претензия, это то, что это действительно Зельда. И вот это вот чувство, да, когда вместо творчества, вместо креатива, чего-то свежего, тебе подсовывают, по сути, такой корпоративный стратегический ход, менеджерское решение, за которым никакого настоящего творчества не стоит. И вот это вот ощущение, оно тебя не покидает. То есть чуваки увидели, что да, есть Зельда, которая там охренеть как стрельнула на свече, а на других платформах ее нету, так что давайте сделаем свою Зельду, но вот более понятную для западной аудитории, с греческими мифами, богами, монстрами, добавим туда европейских, американских шуточек-прибауточек, добавим туда шмоток, как в Ассасине и в прочих наших играх, и вот он рецепт счастья и успеха. So you can just wave away whatever you want with narration. Zeus, a perfect father and husband, approves. This might be a fantasy game, but even we have limits. И больше всего бесит, что, блин, они правы. То есть ты играешь в эту игру, ты ее щупаешь, ты понимаешь, что она работает, что мир интересно исследовать, что там есть нормальная боевка, что у тебя разнообразные исследовательские квесты, челленджи, все, что ты привык видеть вот в играх Nintendo. Ну да, несколько западным душком это все сделано. Но оно, блин, работает и будет работать. И для тех людей, которые никогда в Зельду не играли, у которых не было платформы Nintendo, эта игра зайдет на ура. И вот у тебя такая смесь ощущений, когда ты понимаешь, что, блин, это все вторично, все это тупой клон, но это работает. Hey, kid! My mom may have been a naiad, and my dad a prostitute. But when you're with us, you're family. В этой демо давали побегать по одной локации, по одной экосистеме, но принцип примерно такой же. Есть большой мир с кучей островов, в разные районы которого ты не сразу можешь перемещаться, да, только вот прокачиваясь, проходя по сюжету, открывая новые способности, ты получаешь возможность куда-то добираться подальше в своих приключений. Точно так же, как в Зельде есть зло, которое маячит где-то на горизонте и постоянно обещает, в общем-то, тебе напакостить. Периодически, когда ты добиваешься успеха, включается такой апокалипс мод, когда начинает зло сочиться, в общем-то, из огромного вулкана, отовсюду появляются монстры, еще на тебя охотятся сильные противники-рыцари, с которыми ты можешь отдельно сражаться. Все это, опять же, довольно сильно напоминает Зельду. Приключенческая составляющая очень похожа, боевка совершенно другая, более навороченная, опять же, с заимствованиями из других игр Ubisoft, из того же Ассасина, с разными противниками, с разными там бафами, дебафами, опять же, с разным снаряжением, которое ты находишь. Что мне понравилось лично, то что по приключенческой части, действительно, претензий нету. Очень много разных локаций, секретов с различными головоломками, которые тебе нужно решать, и все они достаточно нетривиальные. Конечно же, многие завязаны на физике, типа постоянно нужно какие-то там то шары находить, по-разному их там перемещать, расставлять на решетке, чтобы открыть там очередной проход. Манипулировать там здоровыми ящиками, перетаскивать их на кнопки, отключать различные силовые барьеры для того, чтобы один единственный нужный тебе ящик там сбросить в другую локацию.
Есть там различные челленджи: пролети по маршруту на крыльях, запусти там стрелу управляемую, пролети через колечки. Ну вот это все, что мы привыкли, в общем-то, видеть в Зельде и других приключенческих играх. How about you tell me all about it this holiday season? Wink. Did you just say wink out loud? Anyway, let's see what this place has to explore. Puzzles, modes, I'm sure there's a lot to see. Это все есть, это все работает, это все прикольно. Причем мне понравилось, что тебе зачастую вообще мало что объясняется, ну, собственно, как и в Зельде. Много где тебе нужно догонять, что делать. Взять уголь в одном месте, отнести, бросить его там в топку, поджечь стрелу, метнуть там огненную стрелу в этот уголь, чтобы он взорвался, чтобы заработали механизмы. И вот это все, короче, зельдовское, оно здесь в полной мере, оно работает. Также, в общем, можно приручать животных, вызывать лошадку, скакать на ней. Ну и, в общем-то, все. Ну, короче, привычная Зельда. Unlike the mortal flesh, which had been frozen into marble, the pomegranate sprung forth defiantly, bursting with life. A lot of poetry for something they're just going to stick in their mouth. Isn't that what the best poetry is about? Единственное, что Immortals очень сильно проигрывает, когда ты начинаешь сравнивать в мелочах всю эту историю. И, может быть, в Immortals даже поинтереснее боевка, например, сделана, но если мы берем головоломки с физикой и вот все эти манипуляции с предметами, то ты понимаешь, что в Immortals, ну, физика так себе, и она часто глючит, и она часто не так работает, естественно, как себе хотелось, как вот в той же Зельде. Опять же, нет таких приколов, когда ты палкой тыкаешь мир Immortals, и он тебе отвечает. А на мой взгляд, это одна из главных фич Зельды. То, что ты взял топор, начал рубить дерево это упало, а ты неожиданно сообразил, что можно это дерево положить там над пропастью и перейти по нему в другую локацию. И тебе не кто-то подсказал это, ты сам допер. Или там, да, те же ингредиенты, которые ты собираешь, потом на сковородочке начинаешь жарить, и у тебя различные, да, там, поушены и еда различная получается, и ты экспериментируешь сам с рецептами. В Immortals ничего подобного нету, нет вот этого тыкания палкой, экспериментальности, ты просто приходишь в определенную локацию и по рецепту начинаешь варить зелье. Все. И, на мой взгляд, это довольно сильный недостаток по сравнению с той же Зельдой. То есть у тебя нету ощущения такого живого, настоящего мира, и вот этой выдуманной реальности, которую ты постоянно проверяешь палочкой, да, тыкаешь на реакции. Но при этом игра такая более западная, она более структурированная, есть очень много юмора, вместо какого-то такого загадочного зла, загадочного королевства и вот такой меланхоличной атмосферы. У тебя атмосферка скорее такая диснеевская, у тебя есть персонажи, которые постоянно шутят. В версии вот этой они шутили над тем, что игру переименовали, над реакцией и журналистов, и игроков, над тем, что ты там приходишь в какую-то локацию, а со времен первой демонстрации она сильно изменилась, и вот они это обстебывают. То есть у тебя такое приключение в компании с Тимоном и Пумбой, только вместо Тимона и Пумбы там Зевс и еще кто-то, которые постоянно, в общем-то, стебут все происходящее. Это по-своему прикольно. Wait, I feel like I've been here before, but everything looked more purple. Is she kidding? That's so 2019. I think she's seen the leaked demo. If you hadn't brought the internet to mortals, none of this would have happened. Don't blame this on me. I've been chained to a rock. Well, how was I supposed to Google myself without it? Ну и, в общем, я считаю, что эта игра будет работать, многим она понравится, но лично я не знаю, зачем в нее играть. Мне и Зельда-то, я много раз говорил, что я даю дань уважения этой игре, в первую, кстати, очередь за то, что ее можно вот так вот тыкать палкой, и она тебе отвечает в ответ. Но сам вот тип Adventure, я в такого типа игры, ну, за свои годы уже наигрался, поэтому мне сейчас уже не сильно в них хочется играть. И вот зачем играть в Immortals Phoenix Rising, ну, лично я для себя пока ответить не смог, да и я думаю, что в финальной версии тоже не смогу. Но при этом я не сомневаюсь, что тем, кто не играл в Зельду, игра зайдет. I am the never-ending truth. I am your world reborn! На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Напоминаю, что рядом еще есть ролики и про Far Cry, и про Assassin, и про Watch Dogs. Посмотрите их, если вы не смотрели. Ставьте лайки, пишите в комментах, что думаете. Еще для спонсоров вышел 1,5-часовой обзор Last of Us 2. И он офигительно крутой. Посмотрите, что люди пишут в отзывах. Поддерживайте канал. Ну и совсем скоро увидимся, потому что скоро выходит «Да, она мафия». Ну и с вас, конечно же, подписка и колокольчик, потому что без него эта подписка ничего не значит.
Увидимся.